цикл раны. Что такое рана? В случае циклически повторяющейся в жизни боли, мы, прежде всего, говорим об эмоциональных болях. Я хочу рассказать о присутствовавшей у меня с детства боли, а затем проработать ее посредством цикла раны, чтобы увидеть, каким образом можно вскрывать различные слои. Последний поможет объяснить, сколько старых ран все еще вносят свои негативные коррективы в наши жизни на данный момент. Добираясь до старых травм, их можно очищать, и тем самым разворачивать для себя новый день в настоящем и будущем. Рана моего детства. В моем детстве родители часто скандалили, а их ссоры нередко бывали чересчур драматическими и напряженными. Хотя никаких побоев не было, проживать в эпицентре подобных сцен было довольно страшно. А это в свою очередь вызывало у меня чувство опасности пребывания в доме, никогда не зная, в какой момент произойдет следующая вспышка. Моя цель не в том, чтобы обвинять родителей, а состоит в изучении того, как я испытывал на себе их ссоры, как они повлияли и сказались на мне, что в общем-то, я и желаю исследовать. Продвигаясь путем такого изучения, я способен обрести больше сострадания, почитания и прощения для них и себя самого. Эмоциональная рана, травма, возникает в эмоциональном поле в результате раскола, расщепления энергии, путем причинения эмоционального вреда, и приносит боль, страдания. Поскольку большинство эмоциональных ран неосязаемы, задача, состоящая в том, чтобы добраться до них, на деле оказывается гораздо сложнее, чем может выглядеть с первого взгляда. Вследствие того, что более часто становится частью нашей индивидуальности, мы начинаем полагать, что они – это неотъемлемая часть нас самих, нашего подлинного «я». Они остаются скрытыми от большинства из нас, поскольку невидимы, то есть существуют вне поля зрения и осознания, но часто замечаются только когда выражают себя в действии в конкретной ситуации или отношениях. Цель данного метода – цикла раны – в том, чтобы помочь идентифицировать, что представляют собой наши раны, и откуда они происходят, с тем, чтобы мы могли очиститься от них прежде, чем они снова проявят себя. Боль, страдания, которые приносят нам раны, мы подавляем в себе, зарывая их глубже, чтобы никогда не иметь с ними дела. Нередко, эти события ужасны, и мы не желаем вновь переживать их, поскольку первоначальная боль от них была достаточно сильна. Так почему же все это происходит снова и снова? Цель не в том, чтобы обязательным образом вновь переживать всю прошлую травму наших жизней в мельчайших деталях, но в том, чтобы поднять инциденты до такой степени, чтобы они могли быть осознаны, а затем прощены и рассеяны. Можно испытать некоторый дискомфорт, когда старая рана вновь всплывает на поверхность, но фактически, это будет хорошим знаком того, что человек воссоединяется с потерянной частью своего «я», имевшей до этого бессознательное существование. Как только интеграция достигнет завершенности, начнет уходить не только дискомфорт, человек, который провел такую внутреннюю работу, почувствует себя легче, более сильным и в большей радости, поскольку большая часть себя последовала по пути домой.